Здравствуйте, с вами Рина Преображенская и мой подкаст «Окно». Окно в новые смыслы себя и жизни, эфир которого я сегодня хочу посвятить важному разговору с родителями, который зрел уже во мне давно. Периодически я что-то писала на эту тему, и в подкасте наконец-то тоже дошли руки поговорить на эти важные темы. Тема очень большая, но все-таки надо с чего-то начинать, и я начинаю. Тема набат. Самый настоящий набат, потому что то, что сейчас происходит в отношениях между родителями и детьми, я считаю, что полно очень больших искажений. И вот об одном таком искажении, возможно, и не об одном, уж не знаю, как пойдет, я и хочу сегодня поговорить. Толчком для этого разговора стала ситуация, которую я случайно наблюдала вчера. У меня днем выдалось свободное время, и я прогуливалась по городу. У нас в Челябинске сейчас продолжается прекрасное бабье лето. Я гуляла, наслаждалась. И случайно увидела такую картину. Идут двое. Бабушка хорошо за 70, это прям чувствуется. Она сгорбилась уже такая, к земле уже ее повело. Рядом идет внук. Крепыш такой сбитый мальчишка. Я не знаю, сколько ему лет, но я думаю, лет, наверное, 10, 11, 3, 4 класс. Не знаю, примерно. И вот бабушка несет все. Портфель внука, свою сумку, пакет, похоже, со второй обувью. Идут. Она на ходу еще умудряется достать телефон. С кем-то разговаривает. Не слышно, понятно, тут дорога, улица. Для меня это, конечно, и не важно. Я просто наблюдаю. Когда я раньше становилась случайным свидетелем таких ситуаций поближе, обычно бабушки звонят матерям своих внуков, отчитываются, куда они сходили, куда они теперь идут. В общем, целый отчет. И я уверена, что здесь была такая же ситуация. И вот она, кому-то позвонила, телефон убрала. Мальчишка тут успел наступить на лямки своего же портфеля. Я наблюдаю. Они остановились, бабушка ему что-то усиленно там втирала. И в итоге она ему отдала самый маленький пакет со второй обувью. Он взял и идет рядом. И вот они удаляются. Я так смотрю им вслед. И у меня только один вопрос. Вот что ждет этого мальчишку? Вот что? И для меня это не забота о нем. Для меня это создание ему просто огромных проблем в жизни. Самая настоящая медвежья услуга, которая потом обернется, я еще раз говорю, просто кучей проблем из-за отсутствия элементарных навыков жизни. И таких ситуаций я вижу очень много в жизни. Я мама 2 взрослых дочерей. Старшей 25, младшей 19. Они уже давно самостоятельные. Да, у нас, конечно, связь, мы общаемся. При необходимости помогаю. Но они у меня полностью самостоятельные на сегодняшний день. И почему я и считаю, что у меня есть все-таки право говорить на эти темы с родителями, потому что я глубоко убеждена, что задача родителей именно в создании фундамента для своих детей. Как я говорю, задача родителей — это создать фундамент и крылья, а не проблемы. Вот что для меня фундамент для ребенка? Это научить его жить эту жизнь. Я, конечно, сейчас не буду углубляться в целую цепь, в расклад полного
видение, как я это вижу. Ну, если совсем коротко, что касается нашей темы. Это как раз вот научить элементарным, я считаю, нормальным абсолютно навыкам, как жить эту жизнь. То есть ребенок, я считаю, что должен уметь себя обслуживать полностью. Он должен уметь приготовить себе еду, прибрать свое пространство. Как там у Экзюпери? Встал поутру, умылся, привел себя в порядок. Теперь приведи в порядок свою планету. То есть свое место, свою комнату он должен уметь убирать. Это нормально, абсолютно. И также школа. Это его жизнь, и эту школу он должен закончить сам, а не вместе с родителями. Или родители не должны вместо него учиться в этой школе. Я помню родительское собрание у Лии, где-то класс 5-6, и вот общее собрание всех родителей на всю школу. Я пришла заранее, рядом присаживается мама одного из Лииных одноклассников, а мы с ней учились в одной школе, она только на год младше меня. И она мне так локтем: Рина, а вы вот вчера по математике там то-то, то-то как сделали? А вот по русскому как сделали? Вот. В общем, она мне давай сыпать какими-то вопросами. Я на нее сижу, смотрю, я говорю: Таня, я не знаю. Она: в смысле? Я говорю: я не знаю, о чем ты спрашиваешь. Она: ну вы делали домашнюю работу? Я говорю: ну, Лия, наверное, делала, я не знаю. Она ко мне не подходила, я без понятия, что там, какие задания, какие ответы. Она на меня смотрит такими глазами, она говорит: а как это? Я говорю: обыкновенно, это ее школа, это ее домашние задания, она их делает сама. И я вижу, она вообще не понимает меня. Вот вообще мы сидим рядом, а между нами как будто пропасть, мы как будто вообще на разных планетах. А так оно и есть. И она сидит, говорит: а я вчера пришла со второй смены, она у нас там на фабрике печенька в Куркино работала, ну в тот момент. Пришла со второй смены, время там почти 12 часов. Я точно знаю, что у меня там он ничего не сделал, он сидит там в какие-то игрушки играет. Я вот пришла, и мы давай с ним это домашние задания делать, там до ночи делали. То есть уже в ночь пошли делать эти домашние задания. Я сижу на нее, смотрю и говорю: а зачем? Это его школа, его домашнее задание. Зачем ты делаешь? Она: ну он же не будет без меня делать. Вот что я ей могу сказать сейчас? Я вижу, что она меня уже не понимает и не поймет никогда. Я уже не помню, как закончился этот разговор, но здесь я хочу прояснить вот такой момент. Когда Лию готовили в 1 класс, я ее посадила и сказала: доченька, я закончила свою школу. Папа закончил свою школу. Теперь очередь пришла твоя. Это твоя жизнь, это твоя школа, и учиться в ней будешь ты сама. Да, ты можешь рассчитывать на мою помощь, я тебе всегда помогу. Но только после того, когда ты сама попробуешь сделать те домашние задания, которые тебе будут задавать. Ты будешь учиться сама. Мне 2 раз школу заканчивать не нужно. И за помощью ты можешь всегда обратиться, но только после того, когда ты 1 раз попробовала, у тебя не получилось. Ты 2 раз попробовала, у тебя опять не получилось. Ты 3 раз попробовала, и опять у тебя не получилось. Вот тогда ты ко мне подходишь, ты рассказываешь все свои попытки, как ты пробовала, и вот тогда мы с тобой будем разбираться вместе. Поняла? Да, поняла, мама. Все, разговор был закончен.
Один такой разговор состоялся с Лией, и точно такой же разговор состоялся с Элей, когда я ее готовила в 1 класс. В итоге, если честно, я не помню, чтобы дети ко мне подходили. Вот я имею в виду вот так, как каждый день, как рассказывают другие мамы. У нас вообще по-другому все было. Если они и подходили, то в самых крайних случаях. Были, конечно, сейчас вот я сижу, вспоминаю, конечно, были такие моменты, но это не норма. Норма просто помочь, когда ребенок сам не справляется, но не делать вместо него то, что задано ему. Это для меня ненормально. Кроме этого, у меня обе дочери изучали английский язык в совершенстве. Такая задача была поставлена их преподавателю. Я помню, когда я Лию готовила к английскому, нашла ей учителя, педагога, я понимала, что на базе школы не дадут тех знаний, которых будет достаточно для хорошего знания языка. Я, естественно, искала учителя. Когда нашла, то у нас состоялся такой разговор. Во-первых, она не брала детей. Она говорит, мне это не надо, я занимаюсь только со взрослыми. Я ее прям давай умолять, потому что мне надо было хорошего педагога для дочери. Она сказала, хорошо, мы попробуем, но есть условия. Если твоя дочь придет, и мы с ней общались давно, мы друг друга хорошо знаем, мы относимся друг к другу хорошо и до сих пор дружим. Она сказала, что если Лия придет 1 раз не будет готова, то бывает. Если она 2 раз не будет готова, Арина, при всем уважении к тебе, я закрою дверь. На этом сотрудничество у нас закончится. Это я своими словами говорю, я уж не помню, как она сказала. Примерно так. Я говорю, я все поняла. Год мы готовили эти домашние задания. Лия накануне визита к ней приходила ко мне, и я у нее полностью проверяла все домашнее задание уже готовое. То есть она мне рассказывала и наизусть, и читала. Прошел год, звонит ее репетитор и говорит, Ирина, все, отныне Лия занимается сама. Хорошо, все, больше Лия ко мне не подходила, и больше у нас вопросов не было. Да, конечно, были свои сложности, были трудности. Педагог очень серьезный, очень требовательный, такой прям жестковатый. Но нам нужен был результат, и это действительно лучший педагог. Все прошли. 9 лет. Ребенок в итоге знает язык реально в совершенстве. Когда она уже была в Китае, там потребовалось написать жалобу на английском языке, там кое-какие вопросы были проблемные. Из российских 200 ребят, которые там были в том вузе, а там были ребята из Москвы, из Питера, то есть центральные города нашей страны, никто из ребят не знал так язык, чтобы написать жалобу на английском языке письменно. Алия была очень занята, у нее там активность какая-то была общественная. У нее времени просто физически не было написать эту жалобу. И она так и висела, пока Алия не села, не написала, никто этого не смог сделать. Пожалуйста, наша глубинка. Такие знания английского языка реально в совершенстве. Смогла бы у меня дочь так владеть языком, если бы я вместо нее учила? Нет, конечно. И на сегодняшний день я знаю, что они полностью у меня самостоятельные девчонки. Теперь двигаемся дальше. К чему я все время говорю о самостоятельности? Потому что на самом деле здесь тема-то ведь очень большая, очень прям глубокая, и реально проблем много. Я помню, как Эля пришла со школы и, в общем, что-то там ругается. Что случилось? Она рассказывает. Был урок по труду. Учитель дал задание сварить суп.
Я такая: ого, вот это у вас задание. Она мне говорит: какой суп, мама? Стали, говорит, раздавать обязанности, никто ничего не умеет делать. Учительница тогда говорит: ну тогда сделайте салат. Я говорю: и? Она говорит: боже, даже с этим были большие проблемы, потому что большинство одноклассниц не умеют элементарно держать нож в руках. Я говорю: как это? Она говорит: вот так. Никто не умеет вообще фактически ничего делать вообще. Я говорю: а как они вообще живут, как они вообще себя обслуживают? Она говорит: а я откуда знаю? Мне, говорит, это уже потом надоело. Я говорю: элементарно можете нарезать овощи? Они, говорит, стоят, хлопают глазами, никто ничего не умеет. А учительница дала задание и ушла. Все. Ну, я здесь сейчас не собираюсь каким-то образом комментировать действия учителя. Это не моя задача. Я считаю, что вот всем этим навыкам должны научить в семье. Убеждена на 100%. Так вот, она говорит: я одной дала задание, вот нарежь хотя бы укроп. Мама говорит, она его так начала резать, я, говорит, прямо вижу, что она никогда в жизни нож не держала, она вообще не знает, что это такое. Она стоит, говорит, лопает, говорит, по этому укропу, вот просто со всей дури, вот по этой доске. Наломала каких-то дров, говорит, по сантиметру, по 1,5. Если бы, говорит, я так нарезала укроп, я, говорит, не представляю, куда бы ты мне его одел, этот укроп. И она, говорит, вот эти столбы, говорит, нарезала. Эля, говорит, я как увидела, отобрала у нее нож, говорит, и давай мелко резать укроп в салат. Что это? Я говорю: ну вот. Зато, наверное, очень хорошо наводят макияж. Она говорит: ну это точно. И она открывает страницу ВКонтакте вот этой девочки, которая резала укроп. Я смотрю: боже, макияж не макияж. Красота не красота. Фото просто безупречные. Модные журналы отдыхают. Фасад прекрасный, ничего не скажешь. А дальше-то что? На одном фасаде-то не уедешь. Девочка элементарных знаний не имеет. Она ничего не умеет делать. Как она будет жить? Большой вопрос. И вообще большой вопрос, как она сейчас живет. Потому что Эле сейчас 19 лет, и эта девочка вышла замуж уже, родила ребенка. Как там все это происходит? Понятно, это не мое дело. В общем, пусть хотят, что хотят, то и делают, заговорилась. Мысли вперед бегут. Но для меня это точно ненормально. У меня девчонки умеют элементарно, я считаю, что это элементарно, приготовить себе еду, помыть посуду руками, помыть пол руками, что должна делать именно. Ребенок должен уметь это делать, это норма. Потому что я так выросла, потому что я это умею делать. Понятно, у меня там была своя история, тяжеловатая, откровенно говорю. Я помню, я пол начала мыть в 1 классе, и первое задание мне мама дала — это мыть подъезд. После этого мама никогда в жизни подъезд у нас не мыла. Всегда мыла я, когда у нас очередь была с соседями. Я помню, я один раз, я не помню в каком классе, вот с 1 я начала мыть, в каком-то из классов, уже постарше я была. В общем, я быстренько, пока мамы не было, лентяйку достала. Зачем, не знаю, потому что ступеньки это точно неудобно мыть лентяйкой. Но я думала, так быстренько так отмахну. Только я достала, только вот этот большой начала мыть, как сказать, большую площадку нашу. У нас старый дом, сталинский был. Выходит мой сосед, директор ресторана, шахтер у нас был, дядь Миша Хлыстун. Увидел такой, на меня смотрит и говорит: не позорься, иди убери. Я стою, говорю: так удобнее. Она говорит: он мне говорит: кому удобнее? Я говорю: ну мне удобнее. Он говорит: еще раз говорю, не позорься. Ну, я не сдавалась, я говорю: дядь Миша, ну вы же тоже моете. Он говорит: Рина, а мне сколько лет? Иди убери лентяйку
и мой, как правильно, руками, нормально. И чтобы больше я этого не видел. И я ему очень благодарна за это. Я убрала лентяйку, конечно, тогда я плакала и мыла этот пол. У меня уже мысли не было с лентяйкой выходить в подъезд. И дома я никогда не доставала ее, потому что уборку я обычно делала, когда мама была. Ну, я не знаю вообще, откуда эта лентяйка взялась, потому что мама пол не мыла. Я вообще не помню даже, еще раз говорю, откуда она вообще была и кто ею пользовался, я не помню. Ну вот, была. Она меня как-то манила зачем-то. Но я всегда мыла вот именно руками. Меня отец как научил. Тоже потом я уже квартиру мыла. И вообще вопросов нет. Меня отец научил мыть пол. Он видел, как я там возила что-то. Увидел, он на смену собирался. Он говорит, так, подожди. И он мне все вот прямо, я прям сейчас перед глазами стоит вот этот пол в нашем зале, как он мочил тряпку. Он говорит, моешь сначала прям все, заливаешь водой, чтобы все щели, все углы прямо промочить. И потом начинаешь вытирать. Я до этого просто вот как бы мыла, у меня эти щели были сухие, я помню. А он меня научил мыть правильно. И потом ты вытираешь на сухую 2 раза. И вот это ощущение чистого пола я создаю всегда, всю свою жизнь. И своих детей я этому научила. Это нескрываемое наслаждение, когда ты помыл пол, когда ты опустил все шторы, все красиво, все создал, принял душ, попил чай, и ты идешь босиком по чистому полу. Это вообще высший пилотаж, кайф от чистоты. И я этому научила моих девчонок. Это нормально. Так же, как и порядок в комнате. Всякое было, я ничего не говорю, всякое было. Но целенаправленно учила, объясняла, капля за каплей. Вот. И самое главное, сама это делала. В итоге у меня дочери полностью приспособлены к жизни. У них порядок. Они могут его создать, если даже что-то всякое бывает в жизни. Они могут приготовить себе еду, они могут помыть посуду за собой. Они содержат свою одежду в чистоте. Они умеют это делать. Каждая из них закончила свою школу сама. И сейчас вот старшая уже 7-й год живет в Китае. Она после школы сразу уехала в Санкт-Петербург, год жила там. Училась, работала, снимала жилье. У меня вопросов не было, как она там живет. Потому что я точно знала, что у меня ребенок может все сам. Точно так же Эля сейчас учится, живет и учится в Екатеринбурге уже 2-й год. То же самое. Я помню, мы когда ее в общежитие устроили в Екатеринбурге, где-то через месяц состоялся один момент, когда мы ее заселяли, Эля первая получилась, попала в комнату, и следом заходит, значит, семья. Девочка, как я понимаю, поступила тоже. И семья, значит, мама, папа и, видимо, брат. И вот они тоже обустраиваются тут. Мы тут на Элиной кровати, в общем, вещи раскладываем. Они тут свое, в общем, все принесли. И мама потом к нам обращается, ко мне. А ваша девочка умеет готовить? Я говорю, да, конечно. Она, а вот наша не умеет. При ней же это говорит. А наша не умеет. Ну, мы поэтому вот купили тут все новое. Кастрюли, сковородки. Уж давайте вместе как-то. Я смотрю на нее. И вот как люди не понимают, что они уже сделали со своим ребенком. Вот как эта дочь будет жить? Вот как вот вообще в этой жизни? Ну вот хорошо Эля попалась, которая приготовит на 2, а по большому счету она что, обязана, что ли, должна? Нет, конечно. Я так на Элю посмотрела, Эля такая, ну разберемся как-нибудь. Я не вмешиваюсь. И Эля потом рассказывает, эта девочка, она не выдержала жизни в общежитии.
съехала. Уж не знаю, как она живет там в квартире отдельно. Да, уверена, там заказывает еду готовую и все в таком духе. А как она потом будет семью создавать? Как она будет готовить своим детям? Что она будет готовить? Вечное питание из пакетов, что сейчас повсеместно направо и налево происходит. Дети не умеют готовить себе еду. Все сидят на пиццах, на заказных, на суши, на этих дошираках. А это молодое поколение, которое весь этот непонятно что складывает себе в организм, и каких потом детей они будут рожать дальше. Чему они их научат? Ничему. Точно так же, потому что они сами ничего не знают и не умеют. Причем элементарно, элементарно. И вот другой пример. Потом та девочка съехала, которая не умела готовить. Заехала другая, заселили другую. Причем она старше Эли. Мы разговариваем по телефону. Я смотрю, она вообще вот без настроения сидит. Я говорю, что случилось? Она говорит, я уже не могу. Я не знаю, что мне делать. Я говорю, что случилось? И вот она переключает молча камеру. Я смотрю, и напротив вот кровать вся завалена вот вещами. Там ноутбук лежит, книги, вещи. Показывает рядом стол. Причем общий стол наполовину тоже завален какими-то вещами, пакетами. Я говорю, или это что? Она говорит, а это вот соседка так живет. Говорит, я вот на это все смотрю, говорит, мне уже дурно становится. Я, говорит, не могу в этом жить. Я говорю, а как она там? Она говорит, мам, вот она приходит, говорит, вот она как-то в этой куче умудряется есть, пить, заниматься, говорит. Я, говорит, не знаю, говорит, и она ничего не делает. Я уже, говорит, сколько раз ей говорила. Мне, говорит, просто противно вот рядом находиться. Я, говорит, уже говорю, а толку никакого. А девочка старше. Я говорю, а как вы кушать готовите? Она говорит, ну вот как-то вот. Я, говорит, себе отдельно готовлю. Я все время говорила, что мы вот, я на своем примере рассказывала, в складчину все делали. Эля говорит, мам, какая складчина, они ничего не умеют делать. Мне, говорит, это зачем? Потом приходили ребята, проверяли, вот обход делали по комнатам, следили за порядком. И этой девчонке, естественно, вынесли предупреждение, если еще раз такое будет, то, понятно, ее выселят из общежития. Ну вот, пожалуйста, проблема из проблем. Потом она как-то там наводила порядок, не сразу, через там скандалы. Я говорю, а как она кушать готовит? Она, говорит, постоянно заказывает себе еду. Ну, деньги, наверное, говорит, есть, а это хорошо, что деньги есть. Ну так и мы-то говорим об элементарном навыке в жизни. Просто уметь готовить еду самостоятельно. К сожалению, ничего подобного нет, увы. Вот. И я еще Эле говорю, а ты покажи свое место. Она мне тут же показывает свое место. У нее как раз кровать около окна стояла, так же, как и та кровать. Там еще и окно было завалено. У Эли на окне, значит, ноутбук, книги, кровать, просто кровать, на которой просто вот сама кровать, матрас, простынь, одеяло, покрывало, подушка, все. Все. Больше ничего нет. Нормальная кровать. А там, как хлев, склад. Все в одном флаконе. Жутко вообще. А это девушка, которая когда-то выйдет замуж, станет мамой. Вот. И как она будет жить? Кто ее родители? Кто ее мама? Почему она ее не научила этому? Большой вопрос. И встает сразу вот эта картина, как бабушка несла этот портфель своему внуку. И, похоже, там будет примерно такая же история. Ребенок ничего не будет уметь делать, он уже ничего не умеет делать.
Я понимаю, что у детей там портфели тяжелые, все в таком духе, и я сама знаю, какие там тяжести детям иногда приходится носить. Но здесь как-то надо находить какой-то баланс. Не должна бабушка все нести, точно. Ну, как-то можно это решить, этот вопрос. То, что было изначально, это точно не норма. Вот. Поэтому здесь я говорю о более важных вещах. И, конечно же, этот разговор будет продолжаться. На самом деле там можно еще очень много достать моих воспоминаний, наблюдений из жизни, которые, я уверена, актуальны и сейчас. Вот. Поэтому я рада, что наконец-то я распечатала этот разговор с родителями. И, конечно же, у меня есть послание для родителей, чтобы действительно создавать своим детям фундамент в жизни, учить их элементарным навыкам жить эту жизнь, самую обыкновенную реальную жизнь каждый день. Создавать фундамент, а не проблемы. Захочется поделиться, пожалуйста, я всегда открыта, на связи. Буду рада вашим комментариям, потому что мне хочется тоже понимать, как вы меня услышали, поняли. Будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Будем обсуждать дальше. Всего вам самого доброго. До свидания.